Кому знакома эта мелодия? Кто узнал эту мелодию? Уверена, что большинство из вас ее очень хорошо знают, поэтому напишите в комментариях: я знаю эту мелодию. А кто любит фильм, к которому была написана эта мелодия? Та-да-дам, та-да-дам, та-да-дам. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Конечно же, это советский фильм, но сейчас мы не будем говорить о временах и эпохах. Сегодня мы с вами говорим о том, какие актеры сыграли роль Шерлока Холмса в разные времена и в разных фильмах, и даже в разных странах. Сегодня пятница, и с вами Лизавета Царькова-Голофаст, практикующий физиогномист и тренер по гимнастике для лица. И по пятницам у нас с вами тема физиогномика, физиогномические разборы разных людей. Но сегодня будет особенный разбор, потому что мы будем разбирать по большому счету человека-легенду, человека, которого не существовало. Хотя я в детстве верила в существование Шерлока Холмса, я верила. Он козерог по гороскопу, он родился 6 января 1856 года. Кто знал? Я читала вот такие вот талмуды прямо на эту тему. И да, вот кто-то верил в Деда Мороза, а я в Шерлока Холмса. Но сегодня мы с вами разбираем не конкретных актеров, как людей, да, потому что физиогномический разбор лица обычно делается для того, чтобы понять особенности характера конкретного человека. Сегодня мы с вами разбираем актеров на предмет, насколько они соответствуют образу Шерлока Холмса. Интересно? Поехали! Я сегодня прямо подготовила очень много материала, у меня есть огромное количество фотографий, некоторые из них мы с вами рассмотрим. С чего бы хотелось начать? Во-первых, наши сегодняшние герои, то есть кого мы рассматриваем сегодня? Актеров, сыгравших Шерлока Холмса, большое множество, их много на протяжении прошлого столетия и нынешнего. Эта роль продолжает быть популярной, я бы так сказала. Но сегодня мы рассмотрим первое. Это актер, которого я раньше не знала, и он совершенно недавно появился, ну скажем так, в поле моего зрения. И я даже посмотрела фильм, это мини-сериал на 8 серий британского производства, и называется «Молодой Шерлок». Актер, сыгравший молодого, там ему буквально лет 20, Шерлока Холмса, Hero Fiennes Tiffin. И он первый, кого я хотела бы рассмотреть. Здесь есть, конечно, свои нюансы, но мы обязательно поговорим обо всех остальных. Далее. Второй, о котором я хотела бы поговорить, это Роберт Дауни-младший, нашумевший в свое время. Тоже, честно говоря, я к его образу долго привыкала, потому что для меня Шерлок Холмс это, как вы думаете, кто? Бенедикт Камбербэтч? Нет, но его мы сегодня тоже рассмотрим, потому что я считаю его, скажем так, одного из самых удачных на эту роль. Не идеальный, нет, но один из самых удачных, да, безусловно. Но самый идеальный Шерлок Холмс, вот самый максимально точно подходящий по образу, это Василий Ливанов. Да, актер, который еще жив, на сегодняшний день ему идет 91 год. Комментировать я этот момент не буду, мы возвращаемся исключительно к его роли и к его образу Шерлока Холмса, великого сыщика, великого лондонского сыщика, на самом деле, самого великого сыщик всех времен и народов. Вот. Я перечитала абсолютно все книги Конана Дойля, полностью все про Шерлока Холмса. Некоторые я читала 2, 3, 5, 8, наверное, раз. Я лет 7 его читала. А некоторые я даже читала буквально пару-тройку рассказов в оригинале на английском языке. Ну, честно говоря, перевод лучше звучит. И фильм, он, конечно, уникальный. Вот. Итак, поехали. Давайте посмотрим на всех этих красавчиков сейчас. Вот так. Вот это, вот они все здесь. Посмотрите внимательно, кого вы там видите первый раз, кого вы видите не первый раз. Вот это будет наш предмет исследований и изучений. Я скажу сразу. У Шерлока Холмса был целый ряд характеристик, и лица очень непростые. То есть это непростые лица. И мы все характеристики разбирать не будем. Нет. У меня есть план, мы разберем буквально 5-6 характеристик, потому что, честно говоря, мы будем с вами сидеть до утра, если мы будем разбирать полностью портрет каждого из людей. Вот. Хорошо?
И давайте начнем с того, например, вот первое, что мы видим и на что мы всегда обращаем внимание. Вот вернемся к характеристикам. Шерлок Холмс – это человек интеллектуального труда. Человек интеллектуального труда. Где живет интеллект в лице? Да, вспоминаем. Физиогномика – это метод визуальной психодиагностики, позволяющий по чертам лица понять особенности характера человека. Я говорю об этом каждый раз, вот абсолютно во всех своих видео в понедельник и в пятницу. И вы, наверное, уже выучили это определение, что физиогномика – это не наука. Пожалуйста, не надо туда мешать грешное с праведным. Вот, что это вполне конкретный метод. И в соответствии с физиогномическим методом интеллектуальный потенциал у нас живет в передних лобных долях, и выражен он высотой и шириной лба. Здесь есть, конечно, нюансы, потому что если мы посмотрим на лбы наших героев, они у всех высокие, они у всех хорошие, большие. То есть это лбы людей, внутри которых происходят процессы, внутри которых простраиваются алгоритмы, внутри которых происходит обработка фактов. Нормально абсолютно. То есть все то, что нужно, все то, что соответствует образу Шерлока Холмса. Но я бы хотела обратить ваше внимание, например, на угол скоса лба. Давайте посмотрим в профиль на эти фотографии. В профиль смотрим. Пожалуйста, вы видите, что у них у всех лоб имеет средний уровень скоса. То есть он не сильно скошенный, это импульсивность обозначает, и он не прямой. Средний угол скоса лба говорит нам о том, что эти люди способны легко адаптироваться в ситуации в среде. Легкая способность адаптироваться, войти в ситуацию, разобраться, что происходит. Понимаете? И по ситуации уже действовать, принимать какие-то решения, смотреть, что можно сделать, на что можно повлиять, что отсюда можно вытащить. Как вы считаете, это важно? Это важно? То есть, если бы у него был совсем ровный лоб, это были бы одни только мысли формы и больше ничего. То есть, адаптивность там очень низкая. Но Шерлок Холмс, как мы помним, он был вообще мастер перевоплощения, и ему нужно было уметь маскироваться для того, чтобы узнавать информацию из разных источников. Да? Он же сыщик, ну, фактически разведчик. Поэтому эта характеристика прекрасно показана, вернее, она присутствует у каждого из актеров. Я бы сказала, что даже у Роберта Дауни-младшего лоб чуть выше, да, чуть выше, чем у остальных. Но у всех остальных лоб имеет прекрасный угол скоса. Так, далее. Я бы хотела здесь, пока мы говорим о лбе, заметить одну деталь. Значит, я нашла фотографию, где Камбербэтч без волос, да, и мы можем увидеть вот эту вот линию у него, вот эту вот линию, да, посмотрите, пожалуйста. А теперь посмотрите на Ливанова. То есть давайте мы их сравним. Почему я об этом говорю? Потому что сейчас смотрите на лоб Камбербэтча. У него вот эти места, вот эти залысинки, они выражены не очень явно. У Ливанова они выражены сильнее. Это эвристические зоны. Почему я останавливаю на них свое внимание? Обратите внимание, какие глаза у Камбербэтча. Глаза у Камбербэтча идут на висок. Это говорит о комбинаторных способностях. Что такое комбинаторные способности? Это когда нам надо из пункта А попасть в пункт Б, и мы подбираем варианты максимально оптимальной логистики, да, попадания из одного пункта в другой. То есть фактически комбинаторы, они жонглируют возможностями, каким образом можно достичь ту или иную цель. У Ливанова глаза обычные, они даже скорее чуть вот такие, они даже скорее уголочки глаз, они ровные, чуть направлены даже немножечко вниз. Но почему я сказала Господи, забыла, об эвристических вот этих залысинах. Эвристические залысины, вернее их наличие, когда они большие, когда они ярко выражены, они говорят о том, что человек способен найти оригинальное решение для какой-то задачи. Понимаете, в чем разница?
выбрать наилучший вариант или с нуля выйти за рамки, выйти из правил, из стереотипов мышления, да, выйти и найти принципиально новое, оригинальное решение для какой-либо ситуации. Вот в чем разница между ними. Вот. Поняли, да? Теперь, что я еще хотела сказать? Пока мы говорим о глазах. Маленькие глаза – это глаза людей-интровертов, которые собирают информацию и придерживают ее при себе. У Ливанова, у Камбербэтча глаза маленькие. А вот у Hero Fines Тиффина и Роберта Дауни-младшего глаза больше. Когда у нас большие глаза, это говорит о том, что мы легче фантазируем, легче придумываем, легче додумываем, но и гораздо легче представляем. Да, то есть эти люди легче могут представить эту ситуацию. И, кстати, в фильме «Молодой Шерлок» там Hero Fiennes, там есть прямо такие, знаете, как сноски, паузы в фильме. Вот он прямо представляет эти сцены, и у него глаза соответствуют этой манере поведения. Окей? Идем дальше. По поводу глаз, что еще хотела сказать. Глаза маленького размера, да, это больше интровертное. Брови. Обратите внимание на брови. У нас все персонажи, во-первых, на ширину. Ширина бровей. Вы знаете, о чем это. Это темперамент. Вот, это темперамент. Все персонажи у нас темпераментные, все актеры. Но посмотрите на посадку. Брови нависают над глазами. Они находятся достаточно низко над глазами. Когда бровь расположена над глазом, это говорит о том, что человек способен погружаться глубоко в какой-то определенный вопрос. Вот прямо погружаться глубоко. То есть это не поверхностное исследование. Да, нет, все, поехали дальше. Как у нас в Испании. Фиеста, сиеста, транкила, маньяна, понимаете, и все. Вот, но ты преокупус, не переживай, все хорошо, живем дальше. Нет, посадка бровей у каждого из актеров говорит о том, что они даже как люди способны глубоко вникать в ситуацию, глубоко вникать в вопрос и относиться к этому с полной ответственностью. Шерлок Холмс таким и был. Он глубоко вникал в процессы, в свои дела, которые он вел, в людей, в их личности, в массу деталей и относился к этому с большой ответственностью. Так, брови прошли. Дальше, смотрите, хочу обратить внимание на скулы. Для всех типажей, я прямо сейчас открою эту фотографию, у всех типажей лица вытянутые, да, вытянутые по вертикали. И только у Хиро лицо более-менее круглое. И у него меньше всего проблем с тем, чтобы быть социально, скажем так, легко входить в любой новый круг общения и быть своим. У Ливанова, у Камбербэтча и у Дауни-младшего узкие скулы. Это говорит о том, что им достаточно сложно стать своим в новом кругу среди чужих людей. А для сыщика, для разведчика это важно. Поэтому у нас в образе Холмса присутствует вот эта его манера устраивать маскарады, то есть он постоянно переодевался, потому что ему его врожденные черты, врожденные характеристики не хватало. Поэтому он постоянно перевоплощался и создавал какие-то такие образы, благодаря которым он мог втереться в доверие для того, чтобы добыть нужные факты, либо нужную информацию. Улавливаете вот эту связь? То есть природных характеристик не хватало, и он их добирал вот этим вот артистизмом, вот этими театральными постановками, которые он периодически устраивал и пугал им Ватсона. Вот. Переходим к носу. Обратите внимание, нос у наших героев, у всех ровный, то есть ровный системный нос. Но, смотрите, у Ливанова и у Камбербэтча нос более длинный. Вот. У Дауни-младшего и у Хиро Файнс более короткий, там более практическое направление. Но среди всех этих носов выигрывает нос Ливанова. Знаете почему? Обратите внимание вот на эту фотографию. Там, где Холмс и Ватсон вместе.
Вот она. Нашли, да? Вот обратите внимание, что кончик носа у Холмса опущен вниз, а у Ватсона задран кверху. У всех остальных актеров кончик носа тоже немножечко вздернутый. Вздернутый кончик носа – это вполне конкретная характеристика открытости и наивности. Вспомните, сколько раз Холмс проводил Ватсона. Ну, в смысле, провел. Потому что Ватсон, он наивный. Он открытый такой, он доверчивый. Вот эта доверчивость. Вот я бы сказала, что эту характеристику, конечно, не учли при выборе актеров, но она здесь не имеет огромного значения, потому что они никто не знает, только я. Вот. А у Ливанова кончик носа как раз вниз. Когда у человека кончик носа опущен, это говорит о том, что он всегда держит тузов в рукаве и до последнего момента скрывает свои ходы от всех остальных людей. Никто никогда до конца не узнает, что у такого человека на уме. Поэтому вы тоже можете посмотреть вокруг себя по сторонам и понаблюдать, у кого из ваших друзей есть опущенный кончик носа. Уверена, у него есть секреты тайны и секреты в шкафах, о которых никто не узнает еще очень-очень-очень много, долгое время. Вот. Далее. Хочу обратить ваше внимание на губы. Губы у наших героев у всех четко очерчены. То есть четкий такой контур. Четко очерченный рот. Это говорит о том, что человек имеет четкую, понятную ему конкретную мотивацию для того, чтобы заходить в контакт. То есть это люди, которые не заходят в контакт просто так от нечего делать. Прийти, прогуляться, проветриться. Знаете, как шел мимо и зашел. Шла мимо человека, решила с ним познакомиться. Ни для чего, просто бесцельно. Каждый из них хорошо понимает свою цель. Собственно, в делах разведки и в делах сыска, в котором работает, да, это сфера, в которой работает Шерлок Холмс, можно так сказать, работает. Пусть он человек-легенда, но это не важно. Там эта характеристика крайне важна, чтобы не распыляться, не делать резких движений, не заводить ненужные знакомства, не влипать и не вникать в детали, которые им не нужны. А теперь давайте вернемся к тому образу, когда Ватсон знакомится с Холмсом, и если вы читали эти книги, либо смотрели эти фильмы, там Ватсон, вот его, как он его описывает, и как Холмс себя преподносит, что у него есть голова это чердак, на чердак он сносит нужные ему знания, ненужные он оставляет за пределами себя, то есть он там сомневался, вращается, там, в теории Коперника, вращается ли Земля вокруг Солнца, и говорил, да, мне мои глаза говорят, что это все наоборот. То есть с астрономией он не дружил. Может, когда-то и дружил, но потом забыл, за ненадобностью. Да? То есть у человека есть вполне конкретное понимание, зачем он идет, куда бы то ни было. Вот, и им движет вполне четкая мотивация. И здесь мы проявление вот этой черты, вот этих четко очерченных губ видим просто отлично. И все наши персонажи, они очень классно это демонстрируют. Особенно Камбербэтч демонстрирует. Вот на этой фотографии хорошо видно. Вот. Что я еще хотела сказать? Что я еще вам хотела сказать? Так. Подносовой желобок. Вот это место между верхней губой и основанием носа. Вот это место называется подносовой желобок. Мы уже с вами говорили о нем много раз. Я его периодически, скажем так, в разных разборах я его обязательно о нем говорю. Дональд Трамп и Пол Маккартни, вот этот разбор лица, кто не видел до сих пор, что-то вы мало посмотрели вообще этот ролик, хотя он очень годный. Значит, что такое подносовой желобок? Высота говорит о том, что человек склонен к авантюризму. В нашем случае они все авантюристы. Что такое авантюрист? Авантюрист – это который вместо того, чтобы сидеть на ровной попе и ждать второго пришествия Иисуса Христа на землю, как это принято выражаться, он просто заходит в ситуацию, и начинает там работать, смотреть, что происходит и что он с этим может сделать. Понимаете? Авантюризм – это еще и смелость.
смелость действовать, смелость идти вперед, смелость не думать долго, не взвешивать лишний раз, не перепроверять. Каждый из них, посмотрите все фильмы, хотя бы по отрывку из каждого, каждый из них идет в действие, идет в действие. Вот это вот проявляет вот эту смелость, вот этот авантюризм. Честно говоря, в моем понимании лучше так. То есть ты уже пошел, потому что я такая, видите, какой у меня подносовый желобок. Потому что лучше зайти в ситуацию и начать в ней уже взаимодействовать и получать опыт, чем смотреть со стороны и быть таким наблюдателем ни туда, ни сюда. Каждому свое, все люди разные. И это тоже служит в определенных интересах, в определенном контексте. Поэтому я никогда не говорю, что есть там плохие какие-то хорошие характеристики, но в данном случае по отношению к образу сыщика эта черта, как по мне, очень подходит. Если у вас есть другое мнение, вы можете со мной поделиться им ниже в комментариях. Вы же меня знаете. Вот. И что еще? Что касается губ, я там хотела добавить, кстати. Губы, конечно, это очень интересная тема, потому что Hero Fiennes у нас показан, как он у нас имеет достаточно развитые губы. То есть это эмпат, Шерлок Холмс не был эмпатом. Нет, он был холодным достаточно, и ему бы подошли губы гораздо более тонкие. Но я думаю, что в фильме «Молодой Шерлок», там, где ему теоретически 20, 21, 22 года, я не думаю, что больше, там по контексту оно не совсем понятно, что у него развитые губы, потому что они еще не усохли, да, они еще не спрятались. Вот это просто как вариант. Остальные актеры имеют среднеразвитые губы, причем Роберт Дауни, нижняя губа более развита, как человек поиска, да, что тут дают, а где что еще интересного. Вот, то есть здесь больше поиск, больше, она так, не могу сказать, что она выпечена, но она более развита. Верхняя тонкая, то есть нет направленности конкретно на человека. Вот. У Ливанова губы средние, у Камбербэтча губы тоже среднеразвитые, тоже нижняя губа показана как немножко больше. То есть я бы сказала так, что по величине губ, по характеристике эмоционального восприятия, да, величина губ, чем более развитые губы, тем более эмоционально восприимчив человек. Эта характеристика, вот этот параметр, он немножечко не соответствует. Но в общем и целом, давайте вот мы вернемся к нашим героям еще раз, посмотрите внимательно. В общем и целом мы видим, что они все более-менее, кто-то в большей степени, кто-то меньше, соответствуют по характеристикам образу лондонского сыщика, человека-легенды с Бейкер-стрит 221Б Шерлока Холмса. Вот. Если у вас есть какие-то дополнения, что-то вам есть чем дополнить сегодняшний мой физиогномический разбор, то, пожалуйста, вы можете в обязательном порядке оставить свои комментарии. Конечно, он был неполный, я не могу его назвать полным, он был такой общесравнительный для того, чтобы просто показать идею физиогномического анализа на конкретных примерах, несмотря на то, что все-таки это актеры и это роли, да, это образы. Но я надеюсь, что вам было интересно и вам понравилось. В любом случае, жду от вас лайков, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной, приглашайте своих друзей, подруг, давайте будем вместе исследовать эту тему. Вы, если хотите, можете стать моим спонсором и посодействовать развитию моего канала. Я вас тут бесплатно, да, развлекаю, между прочим. У меня есть трансляции, в которых, раздел трансляций, в которых чаще всего вы будете видеть либо интервьюшки, совместные эфиры с интересными людьми, которые я буду выбирать, либо прогулки по Гранаде, потому что я живу в Гранаде, в Испании, и это очень красивый исторический город. Я периодически люблю его показать, потому что вы же сами меня об этом просите. А покажи Гранаду, а покажи Гранаду. Я ее периодически показываю. Вот, а также у меня есть стена, встроенный в Facebook, да, в YouTube. Записи называются, записи. И вы можете оставлять там мои сообщения. Собственно, мне вот Камбербэтча именно на стене оставили. Но у меня уже тогда была другая идея, поэтому видите, как я ее трансформировала. Вот, спасибо вам за ваше внимание, спасибо, что вы выдержали такое длинное видео, как никогда, наверное, самое длинное из всех моих видео. Разборы известных лиц вы можете увидеть у меня в плейлисте, он отдельно создал, он небольшой, но если вам будет интересно, конечно же, в обязательном порядке я жду ваши комментарии.
Всем спасибо большое, всем желаю прекрасных выходных. Следите, пожалуйста, за моими шортсами, там будут анонсы. Следите за моей стеной, за моими записями, там тоже будут анонсы. И остаемся на связи. Всех обняла!